Всем любителям творческого привет! С вами я, Ксения Назарова. Я рада вас приветствовать на своем канале. В дни осени, друзья, не правда ли, самое лучшее, что мы можем видеть, это ковер из разноцветных листьев. Яркие, желтые, красные, оранжевые свечки деревьев. Поэтому подумала я сегодня, не украсить ли нам красивым кленовым листочком косички и хвостики наших школьниц. И в своем сегодняшнем видеоуроке хочу предложить вам вот такие интересные бантики, яркие. И покажу, как сделать из атласных лент осенних цветов вот такой красивый резной листик канзаши. Оставайтесь, друзья, со мной. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте лайк. И давайте начнем работать. Итак, друзья, начнем наш мастер-класс. Сегодня мы будем делать целый ковер из резных осенних листочков. Для того, чтобы сделать такой листик канзаши, нам нужны атласные ленты сочных осенних цветов. Вот у меня такой ржаво-оранжевый, ярко-желтый. Ленточки нам понадобятся двух видов ширины для листочков. Один сделаем чуть поменьше листик из ленты шириной 2 сантиметра, и второй будет чуть-чуть побольше из атласной ленты стандартной ширины 2,5 сантиметра. Для того, чтобы сделать вот такой вот лепесток, нам нужно будет сплавить два цвета ленточки шириной 2,5 сантиметра, а длиной 11 сантиметров. Складываю два отрезочка изнанкой друг к дружке и при помощи пинцета и зажигалки сплавляю их между собой. То же самое делаю с другой стороны. Вот что должно у нас получиться. После того, как я это сделала, нам нужно решить, какой цвет будет основной у нашего лепесточка. У меня это будет ярко-желтый, поэтому оранжевый цвет должен оказаться внутри. Для этого я складываю пополам наш отрезочек темной стороной внутрь. И для удобства разогреваю огнем и складываю, делаю складочку. Вот что у меня получилось. Далее теперь правый край складываю к серединке вниз, получаю вот такой самолетик, и с левым краем делаю то же самое. Для удобства тоже можно чуть закрепить при помощи огня наш лепесток, делая складочку. После того, как мы сложили, теперь делаем следующее. Нижний правый край ленты поднимаем к серединке, к вершинке нашего треугольника, и еще раз складываем пополам. Вот таким вот образом. И с левым краешком делаем то же самое. Вверх к вершинке и еще раз складываем. Вот такой двойной треугольник у нас получается. Далее мы складываем назад. Здесь получается 3 вершинки, которые мы должны вот здесь прихватить тоже огнем и склеить их между собой. Поэтому зажимаю пинцетом на уголок и хорошенько разогреваю. Склеивая и фиксируя наш лепесточек. Лицевая часть выглядит таким образом, и
Сзади у нас лепесточек вот так вот тоже выглядит. Это еще не все. Теперь отворачиваем краешки еще раз к серединке, левый и правый. И вот эти два хвостика срезаю буквально совсем 1 миллиметр, чтобы тоже склеить огнем. И закрепить наш лепесток. Вот что у нас получилось. И, держа к себе боком лепесточек, я срежу лишний объем ленты. Обязательно край среза мы обработаем огнем. На один кленовый листочек нам нужно таких именно лепестка сложных сделать 3 штучки. Вот мы убедились, что все здесь хорошо приплавилось, и теперь можно немножечко расправить лепесточек. Так вот догнуть и разогреть вот эти краешки. И серединку тоже. Таким вот образом. Вот из таких лепесточков мы будем составлять наш осенний листик. Три лепесточка готово, и еще одинарные лепесточки сделала вот по краям из не из двойного отрезка, а просто из желтого отрезка атласной ленты той же самой длины 11 сантиметров. Приплавляю, обрабатываю край ленты зажигалкой, складываю пополам отрезок изнанкой внутрь, отмечаю серединку. Дальше, держа к себе изнаночкой, складываю еще раз краешек к серединке, вот таким вот образом. И еще раз складываю правый верхний край к серединке. Прогреваю сгибы. А то же самое делаю с левым краем отрезка. Пополам и еще раз пополам, чтобы получился треугольник. Теперь отвожу назад оба краешка. И сплавляю серединку. Зафиксировали. И теперь вот эти краешки подгибаю еще раз к серединке.
Вот что у нас получилось. Крайние лепесточки должны они быть чуть покороче всех остальных, чтобы листочек у нас закруглился. Поэтому здесь я срезаю чуть побольше, буквально 3 миллиметра ленты, чтобы капелька была покороче. И тоже приплавляю огнем зажигалки. Все у нас склеилось хорошо. Можно еще раз зафиксировать острый краешек. И держа лепесток к себе боком, я срежу лишний объем ленты. Вот таким образом. Обязательно обработав место среза огнем. Вот что у нас получилось. Для того, чтобы получился вот такой листик, нам нужна основа. Основу мы делаем из фетра подходящего оттенка. У меня желтый. Значит, диаметр моего кружочка 2 сантиметра. И, конечно же, нам понадобится клеевой пистолет. Он у меня разогрелся. И также буду использовать вот такие вот декоративные элементы божьей коровки из дерева, чтобы прикрыть место склейки лепестков. Также для ножки нашего листика я использую сутажный шнур, кусочек сутажного шнура. Хотя любой другой шнур подходящего размера и по цвету оттенка тоже подойдет. Итак, складываем наш листочек. Это у нас будет первый листик главный и 2 по бокам основных листочка и 2 покороче. У нас получится такой листочек. Так, наношу капельку клея на изнанку нашего листика и приклею к фетровой основе. Два лепесточка клею по бокам от основного листика, чуть-чуть пониже, на несколько миллиметров. Наношу клей сбоку и на изнанку листочка. И в конце концов клею последние 2 лепесточка поменьше. Вот такой вот листочек у нас получился. Вот на такую заколочку, которую можно сделать просто и как брошку, я посадила из дерева декоративную пуговицу в виде ежика. Это тоже хорошо, прекрасно смотрится. Однако мы с вами сделаем еще к листочку, прибавим ножку. Для этого очень хорошо подходит сутажный шнур. На капельку клея
посажу ножку. Лишнюю срежем. Приплавим огнем и посадим Божью коровку у основания нашего листочка. Листочек готов. Будем делать к нему вот такой прекрасный симпатичный бантик в чернильных тонах, горошек. Но я также хотела показать, какой листочек получается из более тонкой ленты шириной 2 сантиметра, атласная лента. И тут я взяла за основу один цвет, желтый. И длина нашего отрезка будет чуть короче, 9,5 сантиметров. Нужен нам отрезочек для ленты атласной шириной 2 сантиметра. И листик получится более миниатюрный. Очень хорошо подойдет для заколочек, для малышек, как украшение на резиночку, для брошки. Сплавляю 2 отрезка изнанкой друг к другу. Технология изготовления в точности такая же. Также мы складываем отрезок пополам, делая складочку посерединке. А теперь также, как и с предыдущей лентой, поступаем правую часть, загибаем вниз, левую тоже, образуется вот такой самолетик. И теперь важно удержать в руках скользкую ленточку. Я помогаю себе огнем зажигалки, делая складочки, чтобы лента не смещалась. И теперь все, что внизу, нужно отогнуть наверх к острию, к вершинке нашего треугольника и еще раз к серединке. Такой двойной самолетик у нас получается. Главное, чтобы вот здесь все стороны совпали. Стараемся. Хорошенько проглаживаем и отгибаем назад, чтобы совместились у нас 2 ушка вот эти вот сзади, а здесь у нас такой трилистник получается. Теперь вот эту серединку мы должны спаять между собой и зафиксировать на данном этапе лепесточек. Разогреваю сначала, прижимаю. Вот что у нас получается. И вот эти вот краешки отгибаю к серединке. А теперь вот эти 2 ушка нам нужно склеить тоже между собой. Краешки отрежу и сплавлю все огнем зажигалки.
Держу лепесточек боком, срезаю лишний объем и обрабатываю. Помогаю себе пинцетом, обрабатываю огнем, чтобы ленточка у нас не поползла. Таких лепесточков то же самое нам понадобится 3 штучки. Вот так вот они выглядят. И сейчас буду расправлять наш лепесточек. То же самое, таких сложных лепестков нам понадобится 3 штучки, а также по краям одинарный лепесток из одного слоя ленты длиной 9,5 сантиметров складываем пополам изнанкой внутрь, отмечаем серединку. Таких лепестков нам понадобится 2 штучки. И теперь мы правую часть складываем пополам и еще раз пополам, делая самолетик. То же самое и с левой частью делаем. Теперь 2 краешка отводим друг к дружке, совмещаем сзади вместе. Серединку склеиваем. И краешки подгибаем к серединке, совмещая их друг с дружкой. Срезаем чуть побольше, чтобы сделать лепесточек покороче, капельку. Обязательно приплавляем у основания, склеивая, и срезаем ненужный краешек. Приплавляем. Два лепесточка по бокам готовы, и теперь будем собирать наш листочек. Также берем основу из фетра желтого цвета и клеим наш листик сначала серединку, два лепесточка по краям, наношу клей на бочок и также на заднюю часть.
и маленькие боковые листочки по бокам. Подклеим ножку. В основание посадим Божью коровку. Украшением для моего листика будет бантик из репсовых лент шириной 2 сантиметра темно-синего чернильного цвета и 1,5 сантиметра шириной темно-синий в белый горошек. Для нижнего бантика нам понадобится отрезок 41 сантиметр. Края я обработала огнем, и теперь мне нужно найти серединку, отметить в этом бантике. Сделаю складочку. Для того, чтобы бантик наш зафиксировать, нам понадобится иголочка с ниткой. Вот у меня серединка, и теперь что я делаю? Классическую восьмерку для нижнего бантика. Верхний край ленты загибаю вот таким образом, чтобы серединка оказалась ровно посередине, вот эта складочка ровно посередине краешка нашего ленты. Это первая петелька. Вторая будет то же самое, закругляться только с левой стороны. И также совмещаем. Классическая восьмерочка, а здесь вот такой вот квадратик. Теперь дальше что мы делаем? Держим серединку, чтобы не распалась, и находим вот здесь складочку, которая является серединкой для этой петельки, и вниз ее вот так вот подкладываем. То же самое делаем и с левой петлей бантика. Немного внахлёст делаем 2 петельки, и теперь нужно прошить ровно посерединке нашу восьмерочку. Для удобства можно воспользоваться булавочкой. Собираем на нить, и нижний бантик у нас готов. Небольшой, аккуратный. Закрепляю нитку. Вот что у нас получилось. И теперь осталось изготовить верхний бантик из ленты шириной 1,5 сантиметра. Горошек я уже сделала краешки наискосок, срезала. Но это можно было бы сделать и
в ходе работы. То же самое мы находим серединку в этом бантике и держим к себе изнанкой ленточку. Нам нужно скрестить краешки нашего бантика между собой. Где-то примерно от каждого края я отмеряю 7 сантиметров. Чтобы бантик был симметричный. И теперь скрещиваем два краешка, и пересекаются они ровно тоже посерединке. Осталось прошить. Прошиваем. Закрепляем ниточку. Склеиваем при помощи термоклея нижнюю и верхнюю часть нашего бантика. Для талии нашего бантика взяла тоже репсовую ленту шириной 1 сантиметр или шириной 6 миллиметров, тоже подойдет. И также бесшовную резиночку, если вы хотите сделать бантик на резиночке. Если заколка, то на заколочку. Прикрепим к изнанке бантика резиночку. Украсить бантик можно и более миниатюрным листиком из ленты 2 сантиметра шириной, более крупным. Закроем изнанку бантика тонкой лентой.
прикрепим нашу серединку к бантику. Вот такой ковер из осенних листочков у нас получился. Длина моего бантика небольшая, подойдет на каждый день для осенних походов в школу, для маленькой модницы. Длина бантика 7,5 сантиметров. Если вам понравился мой мастер-класс, друзья, ставьте, пожалуйста, лайк, оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Я с вами прощаюсь. До новых творческих встреч. Пока-пока.